Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот крошки единорожки. Вяжем крылья. Берем плюшевую пряжу в цвет крыльев, основной крючок и набираем 17 воздушных петель. Вот этот вот хвостик начальный можно оставить подлиннее. Им будем фиксировать крылышки к туловищу единорожки. Итак, набираем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 17. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 16 столбиков без накида. Провязали. Далее вязание у нас будет поворотным, но без петель подъема. Поворачиваем наше вязание. Далее, начиная с первой петли от крючка, вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 14. В конце 2 петли у нас остаются не провязанными. Поворачиваем вязание. Да, и желательно рабочую нить заводить за вязание, а не над вязанием. Далее вяжем также, начиная с первой петли от крючка, вяжем 12 столбиков без накида. В конце 2 петли у нас останутся также не провязанными. Провязали, поворачиваем наше вязание. Также, начиная с первой петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. В конце также оставляем 2 непровязанные петли. Провязали, поворачиваем наше вязание. Вяжем также, начиная с первой петли от крючка, 10 столбиков без накида. Провязали все 10 столбиков в этом ряду. Далее что мы делаем? Спускаемся вниз, и вот здесь у нас 2 непровязанные петли, мы их провяжем. Вяжем 1 столбик без накида и провяжем сейчас второй. И провязали второй столбик без накида. Разворачиваем наше вязание, начиная с первой петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. В конце у нас должны остаться 2 непровязанные петли. Провязали, разворачиваем наше вязание. Теперь нам нужно провязать 12 столбиков без накида до вот этого вот начального хвостика. Также начинаем с первой петли от крючка. Провязали. Далее делаем соединительную петлю, желательно крючком меньшего размера, чтобы все было аккуратненько. Ниточку протягиваем и оставляем хвостик такой длины, чтобы было удобно
завязывать его, фиксировать крылышки к туловищу. Итак, первое крылышко у нас готово, второе крылышко вяжем точно так же и переходим к вязанию мордочки. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета в цвет мордочки, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начиная со второй петли от крючка, вяжем 5 столбиков без накида. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же второй столбик без накида, туда же третий столбик без накида. Теперь вяжем по второй стороне цепочки 5 столбиков без накида. Провязали, и вот здесь вот за крайнюю стеночку вяжем 3 столбика без накида. 1, туда же второй и туда же третий столбик без накида. Можно отметить новый ряд маркером. Далее вяжем 5 столбиков без накида. Один, 2, 3, 5. Далее вяжем 3 прибавочки подряд. То есть провязываем каждую петлю по 2 столбика без накида. Вяжем так 3 раза. Далее вяжем 5 столбиков без накида. Три прибавочки подряд. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. Далее вяжем одну прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 10. Далее вяжем одну прибавку. И до конца ряда еще провязать нам надо 2 столбика без накида. Новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали. Далее делаем соединительную петлю. Ниточку протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Мордочка готова. Далее переходим к вязанию туловища. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка
провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду вяжем 6 прибавочек. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 прибавку. Повторяем такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязывать с вами ножки. Итак, берем одну ножку, прикладываем к туловищу и провяжем вместе с туловищем 4 столбиками без накида. Маркер пока снимем, чтобы не мешался. Итак, первый столбик без накида. Далее второй столбик без накида. Третий столбик без накида. И четвертый столбик без накида. Далее вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2 и 11. Берем вторую ножку, прикладываем к туловищу и также провязываем вместе с туловищем 4 столбиками без накида. Итак, вернули маркер на место. Далее до конца ряда вяжем 11 столбиков без накида. Провязали. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки.
Так вяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, в следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну убавочку. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее наполним туловище наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем ручки. Для начала провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее берем ручку и прикладываем так, чтобы переход цветов смотрел на внутреннюю сторону. И провяжем вместе с туловищем 3 столбиками без накида. 1, 2, 3. Далее по туловищу вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Берем вторую ручку, прикладываем к туловищу и также провязываем 3 столбиками без накида. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 12 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30.
Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 36 столбиков без накида. И закончим полностью вязание данной игрушки уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью, заключительную часть видео мастер-класса «Крошка-единорожка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!